Кем были ранние русы из Восточной Европы? Термин «рус», «рос», «рохш» чаще всего применяется к неким племенам, жившим в раннем Средневековье Восточной Европы и являющихся предками славян. Однако это довольно распространенная ошибка, хотя и милая сердцу патриотов. На деле с отнесением народа рус к какому-то одному племени нужно еще разобраться. Первые упоминания о русах находятся в письме византийского императора Теофила от X века. Там русами называется некая группа моряков из Швеции, которая возвращается на родину и случайно оказывается в византийском дворе. Еще более ранние арабские источники локализуют народ рус или рушах в Европе, в районе неких гор русов, что немного не похоже на обитающих в лесах славян. Кроме того, судя по арабским данным, горы русов – это испанская гора Расон, соответственно и народ русов живет где-то в Испании. В X веке русами византийцы называют почти всех выходцев с северо-востока. Это не арабы, не франки, не римляне, а некие северные варвары, которые сложно отличать друг от друга. Однако затем название «русы» стало употребляться скандинавскими наемниками или дружинам, которые оказывались в Византии, а также этот термин прижился на Руси и на Востоке. Так, Ибн Фадлан описывает рядом живущих русов и славян отдельно друг от друга, как похожие, но разные народы. Русы находятся в более привилегированном положении, чем славяне. Русы – моряки и грабители, славяне – земледельцы. Лишь один арабский автор счел, что славяне и русы – один и тот же народ, совершающий рейды вглубь исламских стран. Что шах Ирана Хасров вынужден был сделать двойную стену в Дербенте для защиты от хазаров и русов. Происхождение этнонима Русь многими исследователями возводится к германскому слову «ропсмен» или «ропсклар» – гребцы-мореходы, и к слову «роотси» у финнов, означающих на их языках Швецию и шведов. Таким образом, версия, что скандинавские дружинники-гребцы заняли территории будущей Киевской Руси и поселились среди славян, дав им как подлинным свое имя, подтверждается в арабских источниках. Археология Гнездова, Ладоги или Смоленска подтверждает огромные переселения скандинавов на Русь в ту эпоху. Боевые дружины скандинавов делали набеги на Византию, нанимали себе гвардию, торговали на рынках невольниками и таким образом дали название своему народу от обычного термина «гребец» или «моряк», он же «свободный человек» по понятиям викингов. Народ незаметный, народ, не бравшийся в расчет, народ, причисляемый к рабам, безвестный, но получивший имя от похода на нас, неприметный, но ставший значительным, низменный и беспомощный, но взошедший на вершину блеска и богатства. Народ, поселившийся далеко от нас, варварский, кочующий, беспечный, неуправляемый, такою толпой, столь стремительно нахлынул, будто морская волна. Те, кто, поработив живших окрест них, и оттого чрезмерно возгордившись, подняли руки на саму ромейскую державу. Однако есть еще одна теория, связанная с иранскими языками, по которым корень «русь» или «рокс» имеет значение светлый, красивый или блистательный. По ней народы рус кочевали в Европу еще в сарматские времена и имеем роксоланы, белые аланы. Они стали первыми в регионе, кто носил похожее на русов наименование. Однако данная теория сейчас является крайне устаревшей и излишне романтизированной, в духе писателей XIX века, собственно не имеющих никаких археологических подтверждений. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.